скором будущем. Темной ночью. В темном городе. На темной улице. Появились зомби. Как думаете, возможен ли такой сценарий в нашей жизни, или это просто выдумки голливудских фильмов? Давайте с вами вместе разберемся в этом, но для начала не забудьте подписаться, а то пропустите наши новые видосики. Зомби-апокалипсис или нашествие зомби – один из самых популярных в мире сценариев конца света. Но мне кажется, что восстание мертвецов, как это представлено во многих голливудских фильмах, маловероятно. Но вот инфицирование людей особым вирусом зомби – такое вполне возможно. Тем более, это уже всем известный факт, что вирус зомби существует, а заразить им могут так же легко, как заразили всю планету коронавирусом. Для вас, ребята, я просерфил весь интернет и подготовил самую интересную информацию. Только факты, никакой мистификации и выдумки. В 2011 году заместитель министра здравоохранения США контр-адмирал Али Хан выпустил в своем официальном блоге шутливую инструкцию по выживанию во время зомби-апокалипсиса. Хотя она была якобы написана не всерьез, тем не менее вызвала большой общественный резонанс. В 2014 году Пентагон разработал план отражения атаки во время нашествия зомби. Причем особое внимание было уделено быстрой эвакуации из города. Россия также решила не отставать от США и в 2017 году утвердила план действий, военных и гражданских, в случае зомби-апокалипсиса. Так вот вопрос. Если все знают о существовании зомби-вируса, но он находится в лабораториях и в безопасности от населения, то тогда зачем готовиться государством к такому сценарию? Примерно с 2010 года богатые люди активно занялись строительством странных сооружений. Эти строения были похожи на бункеры, которые хорошо защищены от внешних факторов, имеют толстые стены с металлической облицовкой, с запасами еды, воды, всякого рода генераторами. Окружающие думали, что так многие люди готовятся к концу света. В 2015 году эти люди стали приобретать еще более необычные вещи. Оружие, причем специфическое, при помощи которого можно одним ударом снести голову с плеч. Простите, сэр, зомби нужно лишить головы. Также очень популярными стали огнеметы. Ну а самое интересное, люди стали покупать зомби-мобили. Это бронированные внедорожники-вездеходы с маленькими окошками с решетками на стеклах, а также с отделениями, в которые можно вставлять оружие, чтобы с легкостью на ходу расправляться с зомби. Всемирно известные вирусологи уже не раз заявляли, что зомби-вирус существует на самом деле и что ведется его активное исследование. Откуда он взялся, информация не разглашается. Либо его изобрели специально как биологическое оружие, либо произошла мутация в каком-либо из существующих вирусов, как это обычно бывает в природе. Местонахождение данного вируса также неизвестно, но по предположениям СМИ, он изучается в США, Китае и Японии. Страшнее ситуация сейчас за океаном. Там появилась инфекция, которая может уничтожить все человечество. Новый вирус, убийца или зомби-вирус стремительно распространяется по США. За последние несколько лет в России было снято более 15 серьезных передач на телевидении, в которых выступали ученые, рассказывающие о вирусе зомби.
Было рассказано о том, как защитить себя, как быстро может распространиться вирус, а также как будут выглядеть так называемые зомби. Также был представлен план действий при зомби-апокалипсисе, разработанный Министерством обороны Российской Федерации. Я думаю, что это является еще одним подтверждением того, что распространение зомби-вируса очень вероятно. Заражение может произойти по банальной халатности лаборанта, который работает с этим вирусом. К примеру, он может порезать палец стеклышком при работе с зомби-вирусом и стать инфицированным. Никому не сообщив, он отправится домой, и понеслась зараза по планете. Ведь никто не знает способ передачи данного вируса. Не обязательно кусаться. Если это разработка какой-то лаборатории, то вирус можно довести до совершенства и сделать так, чтобы он передавался воздушно-капельным путем, как COVID-19. Также этот вирус может вырваться на свободу, как биологическое оружие какой-нибудь страны. Вирусологи подтвердили, что подобный вирус может заразить всю планету в течение 100 дней. В принципе, в чем мы и убедились на примере коронавируса. За первые 30 дней зараза разлетится и заразит половину человечества. Далее люди свыкнутся с мыслью, что в мире хаос и ходят зомби, но научатся более-менее защищаться. Но будут и незащищенные слои общества, которых очень много. После их инфицирования зараза пойдет дальше, и в итоге будут заражены все. Кроме тех, кто хорошо соорудил бункер, запасся большим количеством провизии и провел хорошую вентиляцию в убежище. Так что шансов выжить обычному человеку нет. Кстати, в США противники ужесточения контроля над оборотом оружия обосновывают свои требования, ссылаясь на грядущий зомби-апокалипсис и бессилие власти в борьбе с зомби. И тогда, как говорится, каждый сам за себя. Даже Илон Маск, основатель компании Tesla, придумал альтернативу огнестрельному оружию в борьбе против зомби. Его зомби-огнемет можно было приобрести без лицензии, но при выпуске первой и пока единственной партии огнеметов их скупили за считанные часы. Или автомобиль Tesla Cybertruck также создан как негласный зомби-мобиль. Как-то не очень он вписывается своим видом в наши реалии. Во-первых, проще выжить в маленьких городах, а не в мегаполисах. На случай такого апокалипсиса у вас всегда должны быть дома запасы еды, воды и всевозможных средств первой необходимости. Что-то типа того, что понадобилось при коронавирусе. Только в этот список по-хорошему добавить бы оружие. На самом деле информация о том, что предполагаемый зомби-апокалипсис наступит в 2020 году, появилась задолго до появления на планете COVID-19. Многие провидцы предсказывали нашествие зомби уже в этом году. Но кто его знает, может быть, все еще впереди. Ведь не зря китайцы говорят о том, что заболевшие врачи короной начали чернеть. Может быть, с коронавирусом еще не конец? А все заболевшие потихоньку превращаются в зомби, сами не подозревая того. Одно понятно точно, что умершие не воскреснут. Дольше 5 дней труп не сможет передвигаться. В холодных странах они окоченеют, а в жарких просто будут взрываться от происходящих процессов разложения. Так что это будут немного другие зомби. Возможно, они будут как обычные люди, просто мозг перестанет у них функционировать. Шардоне. И останутся одни физиологические потребности – поесть да поспать. И, кстати, животные, скорее всего, тоже заразятся. Вот такой грустный Армагеддон вполне возможен на нашей планете.